Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши комментарии, за ваши отзывы. Очень приятно. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы работали, и даже с крючком, с таким интересным мы работали. Но по порядку. Итак, смотрите. Я беру пряжу сегодня Yarn Art Baby и Alize Шекерим Baby Batik. Yarn Art Baby, смотрите, это 100% акрил. В моточке в 50 граммах 150 метров. Идем дальше. Ну, цвет 501 стандарт, да. И смотрим. Нам советуют брать крючок 3,5 миллиметра. Теперь пряжа Alize Шекерим Baby Batik. Здесь получается в моточке в 100 граммах находится 320 метров. То есть по толщине ниточки они практически одинаковые. Разница только в 20 метров. Идем дальше. По составу это тоже 100% акрил. И нам здесь советует производитель брать крючок от 2 до 4. Ну, в зависимости от узорчика, в зависимости от плотности вязания. Сразу же называют тоже цвет, пока не забыла. 4400. 4400. Вот такое вот интересное секционное окрашивание. Мы сегодня совместим. Я совмещу. Вы, в свою очередь, берете пряжу любую, какая у вас есть. Так, узорчики универсальные, пробуйте взять из любой пряжи. И сегодня у нас будет вот такой вот интересный крючок. Очень-очень длинный крючок, да. Размер у него будет 3,5 миллиметра. Называется он тунисский крючок. Девчата, кто спрашивает, мастера, ребята, девчата, если вы будете взять большое полотно, большое изделие, плед, да, кардиган и так далее, продаются крючки, у которых здесь находится леска. Понятно? То есть всем на всю любую длину хватит. Вы точно так же берете свою пряжу, да, читайте аннотацию, подбирайте крючок согласно вашей плотности вязания, рекомендациям производителя, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Давайте я, например, наберу 6 раппортов, 30 воздушных петелек получается, и дополнительно еще 4, чтобы красиво узорчик ровно закончился. Итого я набираю 34 воздушные петельки, но вы набираете сколько вам будет удобно. Не забывайте, что тунисский крючок мы держим как спицу, понятно, иначе просто неудобно. А все остальное точно так же одинаково, как с обычным крючком. Как всегда, петелька фиксации в начале. Мы ее при наборе петелек не считаем. Так, теперь я набираю 34 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Вот мой будущий образец. Далее смотрите, вот у меня на крючке получается петелька. Так, теперь смотрите, отсчитываю, получается, вторую петельку от крючка. 1, 2. Во вторую петельку вот так вот ныряю. Вытягиваю ниточку, держу на крючке. В следующую петельку цепочки точно так же ныряю, вытягиваю ниточку, держу на крючке. И вот таким вот образом я иду по всей цепочке, в каждую петельку заглядываю и вытягиваю ниточку, формирую вот такую вот петельку на крючке. Вообще не сложно. Единственное, проконтролируйте себя. Количество петелек на крючке у вас должно получиться ровно столько, сколько вы сделали петелек в цепочке. То есть если я в цепочку сделала 34 воздушные петельки, значит сейчас на крючок я должна набрать точно так же 34 петельки. Понятно, да? Все. И вот так вот набираете до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Договорились? Совсем не сложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы набрали петельки на наш крючок. Такая красота. Теперь мы возвращаемся к началу ряда. Так, смотрите, как мы это будем делать. Вот, мы захватываем ниточку и провязываем в начале одну петельку, которая была у нас на крючке. Дальше захватываем ниточку и провязываем 2 петельки. 1, 2. Опять захватываем ниточку, провязываем 2 петельки. 1, 2. Понятно, да? И вот так вот шагаем до начала ряда, провязываем по 2 петельки. Вообще здесь ничего сложного. Берите крючок как вам удобнее, поближе, подальше. Это вообще не принципиально. И у нас, смотрите, вот такая вот, ну, называю ее гусеничка получается. Вот такие вот вертикальные капельки.
Все, давайте до начала ряда самостоятельно, а здесь я вас встречу. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали, получается, до конца ряда. Так, вот такая вот интересная длинная гусеничка у нас получается. Ничего сложного. Далее смотрите, что мы делаем. Вот у нас вертикальные капельки. Вот первая капелька, да, вот от нее петелька идет. Следующая вертикальная капелька берем за переднюю стенку. Раз, вытягиваем так вот ниточку и держим на крючке. Следующая вертикальная капелька. Раз, за переднюю стенку и вытянули. Следующая получается опять так же раз и вытянули. И так далее. Шагаем до конца ряда. Совсем не сложно, да? И опять набираем на крючок наши петельки. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Все, давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот мы опять набрали петельки на наш крючок. Все ровненько, все аккуратненько, как мы заканчиваем ряд. Смотрите. Получается, когда мы набирали петельки, да, у нас здесь вот последняя петелька, и мы, получается, вот так вот ныряем в нее насквозь. Так вот раз. Захватили ниточку, вытянули петельку. Все. Готово. Дальше возвращаемся опять на начало ряда. Берем поудобнее, как нам удобно, крючок. И вначале провязываем одну петельку. Помним, да? А потом провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2, 2 и так далее до начала ряда. Совсем не сложно. Давайте. То есть мы повторяем самый первый ряд. Никаких сложностей не возникнет. Угу. Все, давайте. В начале ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, вот провязали опять полностью наш ряд. Все ровненько, аккуратненько. И получается третий ряд, да, будем повторять все то же самое. Вот наша первая капелька есть. Беремся за переднюю стенку второй капельки и опять вытягиваем ниточку, держим на крючке и опять набираем наши петельки на крючок. То есть наш третий ряд будет точь-в-точь повторять второй и первый ряд. Угу. Давайте самостоятельно провяжите до конца ряда. И самостоятельно вернитесь, потому что вы уже умеете. Хорошо? И я вас встречу, когда мы уже вернемся сюда обратно. Я вас встречу. Договорились? Давайте посмотрим, как у вас получится. Так, смотрите. Вот мы провязали, получается, до начала ряда. Вот такая красота по итогу получается. Как вам? Все ровненько, аккуратненько. И я здесь оставила 2 петельки, потому что я хочу присоединить новую ниточку. Если вы будете присоединять, то повторяйте. Если нет, то продолжайте просто так дальше вязать этой же ниточкой. Итак, для начала делаем петельку фиксации. Все как всегда в самом начале. Оп. Теперь этой петелькой мы провязываем вот наши 2 петельки беленькие. Оп. Все, переключились на голубую ниточку, ну, вернее, на цветную. Идем дальше. Смотрите, теперь шагаем вот по нашим капелькам, точно так же, как мы шагали в белом ряду. За переднюю стенку раз. За переднюю стенку капельки 2. За переднюю стенку капельки 3. Вместе с первой вот этой вот петелькой здесь получится 4. Теперь смотрите внимательно, что делаем. Беремся за переднюю стенку капельки раз. Опускаемся четко вертикально вниз на ряд ниже. Оп, захватили опять 2. И опять опускаемся на ряд ниже. Точно так же берем за переднюю стенку капельки 3. Есть. Теперь мы должны будем провязать эти 3, получается, петельки. Первую, получается, провязываем одну. Будьте внимательны. Далее 2 вместе и 2 вместе. И у нас на крючке должно остаться 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот он наш раппорт узорчика. Далее повторяем все то же самое. Давайте еще раз. Итак, за переднюю стенку капельки 1, за следующую 2, за следующую 3, за следующую 4. Как только 4 петельки набрали, пятую набираем вертикально вниз 3 капельки. Итак, 1, опустились на ряд ниже, прям четко вертикально вниз 2 и опустились вертикально вниз 3. Эти 3 петельки должны будем провязать. Вначале одну провязываем петельку, затем по 2 петельки 2 и 2. Все, и у нас опять, видите, получается наши 5 петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Не сложно? Я думаю, не сложно. 1,
2, 3, 4, а пятый набираете 3 петельки вертикально вниз. Раз, вниз, 2 и вниз 3. И провязываем одну петельку в начале, 2 петельки, 2 петельки. И вот у нас опять, сами себя контролируйте, вот 5 петелек. Все, давайте вот так вот до конца ряда. Вот такая картина у вас будет получаться. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала до конца ряда. Вот такая получается первоначальная красота. Так, у нас здесь остались, ну, в моем случае, да, 4 вот такие вот просто капельки. И получается начало ряда 4 капельки и конец ряда 4 капельки. Выровняли узорчик. Далее возвращаемся точно так же. Берите, как вам удобно, крючок ближе дальше. Вначале мы провязываем точно так же одну петельку, а далее по 2 петельки. То есть как мы вязали в предыдущих рядах, ничего сложного. Вот мы наши 4, получается, петельки провязали и вот этот вертикальный. Оп, все точно так же, вот по 2 петельки, ничего сложного. И провязываем до начала ряда. Понятно? Справитесь? Я уверена, что справитесь. Давайте в начале ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот провязали до начала ряда. Ничего сложного. Далее мы будем провязывать точно так же, как два наших вот этих вот белых ряда. Так? То есть мы просто набираем петельки на крючок, то есть без каких-либо провязываний и так далее. Просто и вот так вот шагаем и набираем петельки на крючок. И обратно возвращаемся, провязываем точно так же, как мы и возвращались. Одна петелька, потом 2, 2, 2, 2. Понятно? То есть сейчас ваша задача вот таким вот образом провязать 2 тунисских ряда. То есть влево ушли, обратно вернулись вправо. Опять влево ушли, обратно вернулись вправо. Понятно? Самостоятельно справитесь, но не сложно, да? То есть повторяйте вот наши 2 беленьких ряда. Раз, два. И здесь у вас тоже будет там голубенький, да, в моем случае переходящий в другой цвет. Раз, два. Все, давайте еще раз провяжем 2 таких тунисских ряда, и я вас встречу здесь. Так, смотрите, вот провязали самостоятельно 2 ряда, да, раз, два, поняли, да? Вот. И смотрите, какая красота, все ровненько, четко, аккуратненько. Теперь переключаемся на опять белую ниточку. Вы можете продолжать этой же ниточкой, вы можете и третью добавлять, то есть на ваше усмотрение. Вот смотрите, я беленькую не отрезала, я ее аккуратно, тихонечко подтягиваю, но сильно не тяну, чтобы крайне зажулькать, да? И последние 2 петельки провязываю белой ниточкой. Оп, все, я переключилась. Цветную откладываю, теперь буду вязать беленькой. Итак, вспоминаем, как мы вязали вот этот ряд с вертикальными нашими такими столбиками интересными. Итак, считаем. Раз, капельку провязали, да? 2, берем ниточку. 3. По итогу у нас 4 петельки. Раз, два, три, 4. После 4 петелек мы делаем опять нашу вертикальную такую, скажем, картину. Раз, петелька. Опускаемся вниз. 2, петелька. И опускаемся вниз. 3 петелька. И точно так же провязываем. В начале 1 петелька, затем 2 петельки и 2 петельки. И у нас с вами получается вот точно такой же интересный, получается вертикальный столбик друг над дружкой. Все, и дальше опять пошли. Раз, петелька, 2 петелька, 3 петелька, 4 петелька. И набираем вертикальные петельки. Раз, вниз на ряд 2 и на ряд вниз 3. Беремся поудобнее и провязываем. 1 петелька, 2 петельки и 2 петельки. Все, поняли, да? И вот так вот провязываем до конца ряда. Все. Обратно опять возвращаемся, провязываем вначале 1 петелька, потом по 2. Точно так же провязывайте еще 2 ряда, набираете петельки, провязывайте, набираете, провязывайте. Дальше я планирую опять переключиться на цветную ниточку, потом на беленькую, на цветную, на беленькую. То есть мы с вами уже провязали вертикальный раппорт узорчика, принцип узорчика понятен. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Но даже будет интересно, оригинально, необычно, да? Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая вот интересная разноцветная красота. Получается красота, смотрите, плотная. Он не тянется узорчик не так, не так, видите?
То есть сразу же в голове у вас должны появиться идейки, куда можно применить данный узорчик. От просто дизайнерских, скажем, карманчиков, да, там, то пальто, например, да. То есть, конечно, пледы рассматриваются, там чехлы для подушек, да. Когда вы поймете принцип узорчика, вы данные столбики можете делать в шахматном порядке. Вы можете делать их длиннее, да, то есть у вас будет не 3 ряда здесь, а будет, например, 4 или 5. То есть вы можете делать их короче и так далее. Вы можете точно так же, как я, 2 цвета брать, да, можете брать 3, 4, 5, там остаточки пряжи и так далее. То есть на ваше усмотрение. Лицевая сторона, изнаночная сторона, все ровненько, аккуратненько. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Получается 34 воздушные петельки я набирала, допустим, моя плотность вязания, мой крючок, да, моя пряжа, это у меня получается вот 18 сантиметров. Так, и тут у нас получается вертикальный раппорт узорчика 3 ряда. Смотрим по столбикам. 1, 2, 3, 4, 5. Это получается у нас 15 рядов. И уже начала, скажем, 16, 17. Ну, помните, да, что у нас тунисский получается ряд. Это туда и обратно. Угу. Это один ряд. Итак, давайте замерим. Это у нас, ну вот, 11 с хвостиком сантиметров. Вяжется, конечно, не быстро. Да, тунисское вязание. То есть узорчик сам по себе, видите, какой плотный получается. Но оно того стоит. Согласитесь, да? Если вы уже вязали что-либо данным узорчиком, рассказывайте, нам будет интересно. Если не вязали, подбрасывайте идейки, что можно связать данным узорчиком. Угу. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите в удобное для вас время. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.